Ребят, всем привет, с вами снова Аня, и вы на канале Типати. И как вы уже поняли по моему заднему фону, нахожусь я не дома, а на автобусном терминале. И причина, почему я приехала сегодня на автобусный терминал, я отправляюсь в небольшое путешествие в город Хэнам. И покажу вам, чем этот город славится, поснимаю много всего интересного. Жду свой автобус, но он уже приедет через, как показывает часы, через 15 минут. А пока я вам немножко покажу, что же есть в терминале. Вот так выглядит сам терминал. В связи с короной сейчас вы не можете пользоваться общественным транспортом, не имея маски. И во время всей поездки вы должны ее постоянно использовать. Также на стойке информации стоит специальный прибор, который измеряет температуру людей, которые проходят мимо. И не забудьте продезинфицировать ваши руки. Для этого здесь стоят антисептики. Я приехала в Хэнам и сейчас нахожусь уже на автобусной остановке этого города. И наша первая остановка — это место, где делают макколи, называется Хэчан Чжучжоджан. И сегодня я вам покажу и немножко расскажу, как вообще делают традиционный корейский напиток. Вот это, как сказать, чаны, в которых раньше ждали, пока макколи забродится. Макколи называют рисовым вином. В некоторых странах это называют пивом, потому что, когда делают макколи, применяется метод брожения. Туда добавляют рис, клейкий рис, ферментирующие вещества, дрожжи и воду. Затем вот в больших чанах, которые вы до этого видели, дают настояться. Вообще мне это больше всего напоминает квас по каким-то, знаете, ощущениям, но он более сладкий и вкус у него какой-то, я бы сказала, даже более молочный. Обязательно, если вы будете в Корее, обязательно попробуйте макколи. Сейчас я встретилась с владельцем этого места, и я у него спрошу немного про именно их марку макколи. 그 해차 막걸리는 해남살로 만드는지 다른 막걸리랑 맛이 차이점은 우리는 찹쌀을 쓰고요, 주로. 그다음 발효 시간이 좀 길고 감미료라는 걸 안 넣어요. 케미칼을 안 넣어요. 재료에 의해서 나는 단맛. 그러면 해찬 막걸리 이제 만들기 시작하신 지 얼마나? 해창 막걸리 역사는 100년이고 내가 한 지는 17년 됐어요. 여행 오는 분들이 여기로 오면 이게 구경할 수 예. 방문객이 많아요. 뭐 코로나 때문에 요즘 좀 불규칙한데 한 5, 6만 명 와요. 많이 보세요. И на территории завода вы издалека можете наблюдать за самим процессом создания макколи, однако из-за правил санитарии вам нельзя заходить вовнутрь цеха. Но у них также есть очень красивый сад, вы можете приобрести их продукцию и насладиться макколи на свежем воздухе. 저희가 이제 알기로는 사장님께서 여기를 그러니까 48년 동안 하신 걸로 아는데 특별히 해남을 선택해 주신 이유가 있을까요? 뭐 해남이라는 데가 또 한국 그 남한을 기준해서는 제일 땅끝이고 또 따뜻한 어떤 그 상징성도 있고 이미지가 또 이심도 좋고 해서 이 전체가 아무래도 해남이라는 쪽이 관광이 많이 발달을 안 해서 혹시 사장님이 대표님이 보셨을 때 뭐 해남은 이래서 올만하다 이런 좀 자랑해 주실 만한 거 있어요? 해남은 일단 뭐 물산이 풍부한 지방 도시지. 왜냐면 쌀도 중국에 제일 많이 생산되고 김도 제일 많이 생산되고
배추도 김장한 배추도 제일 많이 생산되고 고구마도 제일 많이 생산되고 막걸리는 세계에서 제일 맛있는 해창 막걸리가 있고 그래요. 막걸리는 어떤 그 농산물 쌀을 발효해서 했기 때문에 유산균이 천연 유산균이 우리가 마시는 요구르트보다 더 많아요. 우리 해창 막걸리 마셔봤어요? 아니요, 저는 근데 어떻게 달다는 걸 아세요? 막걸리는 좋아하는데 그래. 안 먹은 이거 줄. 제가 2병 선물로 드릴 테니까 오늘 가서 한 잔 드세요. 네, 감사합니다. 감사합니다. Я выучила макколи, который мы с вами будем пить позже. Здесь очень много исторических предметов. Например, вот такой памятник, который поставили японцы во время войны с корейцами. Но корейцы решили его не убирать и оставить его как, знаете, как напоминание того, что произошло в те времена. Этот предмет тоже оставили японцы. Они верили, что есть такой бог алкоголя, и если ты постучишь 3 раза молоточком по этому колоколу, то этот бог алкоголя принесет счастье, здоровье, удачу твоей семье. Поэтому за меня и за вас. И после того, как я закончила на производстве хэчам макколи, я отправилась в деревню Кимчи, которая тоже славится в городе Хэнам. Там я встретила руководительницу, и она рассказала, как же они делают свое знаменитое кимчи. Также я попробовала сделать его сама. И для создания кимчи нам дают уже готовую пасту. Она делается из красного перца, соленых морепродуктов и других ингредиентов. Также нам дают редьку, зеленый лук и другую зелень, которую мы мелко нарезаем и отправляем в нашу пасту. А получившуюся смесь мы уже наносим на каждый листик пекинской капусты. Кстати, если вы не знали, то кимчи очень полезно для здоровья. В нем много клетчатки, витаминов, антиоксидантов, и оно помогает наладить пищеварение, также снижает уровень холестерина и улучшает ваш иммунитет. Я также взяла небольшое интервью у работников этого заведения. 우리 마을이 김치 마을로 유명한 이유는요. 이렇게 두류산 줄기 땅 속에 있는 물을 먹고 자라서 배추들이 좋아요. 그리고 좋은 반면에 온도 차이 때문에 11월 20일부터는 당도도 높아요. 배추가 달아요. 그래서 마을 주민들이 우리 마을을 김치 마을로 한번 유명하게 만들어 보자. 그래서 행정구역상 동해마을도 있지만 김치 마을로도 저희가 활동을 하고 있어요. Также я спросила, что помимо кимчи можно поделать в их деревне. 어느 시골에서나 다 가능한 농사 체험. 그때그때 나오는 농작물 체험 있죠. 뭐 고구마, 감자, 감 그런 거 수확 체험이 가능하고요. 저희가 7월에서 8월부터는 물놀이 체험. 그리고 연중으로 한옥 보셨죠? 네. 한옥 민박을 체험할 수 있어요. 거기에서 보면 기본적으로 다들 그 민박들마다 기본적으로 전통 놀이도 깔려 할 수 있게 준비돼 있고 그래요. Call my number, call my name. If you wander back again, call my number, call my name. Также я заехала на местный рынок города Хэнам, чтобы взять себе сладкую картошку, кугуму, потому что кугума именно из этой провинции в Корее известна больше всего. Наконец у меня выдалось время поесть, и в меню у меня мясо, я его разогрела, сюда нарезала кимчи, которое мы с вами делали чуть ранее в этом видео. Также город Хэнам славится своей кугумой. Кугума — это батат. Я нашла запеченную. Попробую ее тоже. Расскажу вам немножко о свойствах, почему корейцы так любят кугуму. Я сделала холодную лапшу, бибимбён. И мы будем с вами пить также макколи. 12 градусов алкоголя и 9 градусов алкоголя. Но, конечно же, я, если вы хорошо меня знаете, выберу 12 градусов. Ну что ж, за вас. Если вам интересно, с чем обычно люди пьют макколи, они пьют его с
корейскими блинчиками, не сладкими. То есть там обычно лук или тот же кимчи. Но так как сейчас у меня нет возможности полноценно что-то готовить, я отдала свой выбор мясу. Не знаю, то ли это я усталая такая, то ли реально просто проголодалась, но очень вкусно. И давайте попробуем с вами батат. Насколько я знаю, не знаю как сейчас, но до этого, раньше в России сладкая картошка именно не была настолько популярной. Однако в Корее сладкий картофель любят абсолютно все. Его, кстати, хотя он и сладкий, кушают вместе с кимчи, и это одно из таких, знаете, как сказать, закусок в зимнее время. Его можно купить почти в абсолютно любом магазине круглосуточном. Сезон маринования кимчи приходится обычно ближе к зиме, и сочетание сладкого картофеля и кимчи очень полюбилось корейцам, поэтому еще с давних времен это стало такой традиционной зимней закуской. Также сладкий картофель помогает выведению натриума, который содержится в кимчи, поэтому я считаю, что эти два продукта идеально дополняют друг друга. Я знаю, что многие его еще в Корее едят как десерт, потому что он реально такой сладенький, из него делают часто тортики разные, какие-то десерты. И как-то не парадоксально, хотя это картофель, он очень полезен для диеты. И очень многие кореянки, те же кей-поп-айдолы, те же актеры, они во время потери веса обычно кушают когуму. В нем очень много полезных веществ. Он по вкусу очень довольно-таки приятный и сытный. В нем огромное количество калия и кальция, что очень важно, когда вы пытаетесь следить за своим здоровьем. И вообще, это мой первый раз, когда я приехала в город Хэнам, так как он находится немного дальше от места, где я проживаю. Я живу в Сеуле, и если вы едете в Хэнам на автобусе, занимает это примерно 5 часов. Чуть меньше. Вы знаете, в городе Хэнам есть какая-то атмосфера такой Кореи, которую вы не каждый день видите на экранах, но вот если вам именно хочется прочувствовать нутро страны, посмотреть, как живут обычные люди, посмотреть на потрясающее море, я просто обожаю море, то, мне кажется, это очень хороший город для визита. И также завтра мы с вами поедем смотреть на фуникулер, откуда видно несколько городов, то есть настолько на высокой точке он находится. Я, наверное, уже все это доем и лягу спать. Мы с вами отправимся завтра пораньше с утра, поэтому увидимся с вами через миг. И сегодня мы будем кататься на фуникулере. Написано, что длина этого фуникулера 1600 метров. Так, я купила билетик. Один билет стоит 11 тысяч вон на взрослого человека. Сама гора Дурюнсан высотой 700 метров, и написано, что если вы собственным ходом по специальному пути будете подниматься вверх, то путь до вершины займет около 2-3 часов. Однако, если вы будете подниматься на фуникулере, время занимает в один конец всего 8 минут. И пока вы в стеклянной кабине смотрите на прекрасные виды, вам будет дана информация на 2 языках, на корейском и на английском. Что вы можете увидеть на вершине и исторические факты. Duryun Mountain has the second largest species of plants. In spring and summer, you can enjoy the green. In fall, you can see beautiful maple trees. Вас довезут практически до вершины. Единственное, что вам нужно будет немного пройти по деревянной дороге, которую они еще называют «Небесный путь города Хэнам». И так вы сможете достичь пика, откуда уже открывается невероятный вид на море, на горы. В ясный день, например, можно даже увидеть гору Халласан, которая находится на Чеджудо.
Вот так прошла моя небольшая поездка в город Хэнам, и мне кажется, это было очень хорошей идеей познакомить вас с местами, которые пока еще не настолько популярны на просторе Ютуба. Я надеюсь, что вам понравилось так же, как и мне. Пожалуйста, напишите в комментариях, что бы из того, что я попробовала, вы хотели бы попробовать сами. А я благодарю вас за просмотр, и мы увидимся в следующем видео. Пока!